Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал. Это новая рубрика реакции на кулинарные шоу. Сегодня будем смотреть программу «Кошмары на кухне» с Гордоном Рамзи. Программа 2007 года. Интересно, что будет в данном выпуске. Если вам нравится этот контент, нравится все, что я делаю, нравится новая рубрика, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы поехали. Итак, Нью-Йорк. Здесь расположены сотни тысяч ресторанов. Здесь расположено наибольшее количество ресторанов в мире. Но одному ресторану очень нужна моя помощь. Он находится прямо подо мной. Сегодня в «Кошмарах на кухне». Возможно, Нью-Йорк С является такой мегой конкуренцией, высокой конечно, кухней. удержать В самом ресторан центре это Манхэттена не есть так уж и ресторан просто. в совсем плохом состоянии. Гордону будет очень непросто сделать из него конфетку. Интерьер, конечно, ужасный. О, боже. Индийская едальня Дилана на грани катастрофы. Не хватало еще, чтобы в ресторане кто-то умер. Ё-моё, Катастрофы какой не бардак. миновать. Это стухло. Меню слишком сложное. Жесть. Английское, итальянское, нет только китайских блюд. Еда Понятно, все отвратительная. подряд. Зеленые Плесень, бургеры убивают капец. людей. Еще и языковой барьер. Скажите ему, что так он убьет кого-нибудь. Добавьте к этому антисанитарию. Тараканы. Черт возьми, о боже. Ё-моё. Не очень приятное Не, зрелище. это жесть, это И просто, что еще ну, хуже, как... менеджерам нет до этого никакого дела. Я ни в чем не виноват. Что? Ну и, конечно, Этот им чертов ресторан пофиг. закрывается на сегодня. Приготовьтесь к самому Ё-моё. непростому испытанию в карьере Гордона Рамзи. Это самый счастливый день в их чертовой Не, ну, жизни, друзья, Так как он попытается навести здесь порядок. я думал, конечно, так? будет не Идите так и скажите жестко. им, что кухня закрыта. Сегодня. Я «Кошмары видел, на конечно, кухне». нарезки этих шоу, но чтобы настолько, это просто с ума сойти. Так, перемотаем. Мухи. Да, Лиза, как ты? Мы Диланы. Это американо-ирландский Главный менеджер. ресторан с нотками индийской кухни. Так. Мне сложно поверить в то, что Диланы просуществовали так долго. Значит, вас здесь 8 человек, так? Мы балансируем между катастрофой и бедствием. Мы со своей семьей открыли этот ресторан, чтобы наладить свою жизнь. Но дела у нас идут не очень хорошо. Дайте угадаю. То есть вот человек открыл свой ресторан, нанял персонал, и, насколько я понял, там 3 менеджера, которые перетягивают одеяло на себя. Каждый ведет по-своему, и, скорее всего, один из них или... Ну, допустим, да, один управляет кухней, другой залом, третий там, например, поставками. И как бы не трогай меня, я разберусь сам, тот то же самое говорит, вот такая вот каша, никто никого не слушает, то есть главного там нет. Они обвиняют, скорее всего, каждый друг друга, и получается вот такая вот ситуация, что мы видим. Диланы, добрый вечер. Чем могу помочь? Мы наняли Мартина, чтобы вести дела. Так. У меня есть цель. А Мартину Идея пофиг. заключалась в том, чтобы захватить самое лучшее со всего мира. Что вы Ага. порекомендуете? То есть У нас есть готовить говядина все буквально. Какое меню? в одном Ребрышки месте. молодого барашка, пирог пастуха, Вот еда будущего. гамбургеры. Повсюду индийская еда. Думаю, люди не совсем понимают, что это за ресторан. И что Не же знаю, это за чем ресторан? именно здесь Поведайте. занимаются менеджеры. Я главный менеджер. Я управляющий менеджер. Я дежурный менеджер. Никто Ага. и не знал, что Кхан Все тоже начальники. менеджер. Он ничего не делает. Мне не нравится здесь работать, потому что здесь полный беспорядок. Думаю, Мартин был бы отличным персонажем какого-нибудь телевизионного реалити-шоу. Мартин, Звезда. спасибо. Я занимаюсь очень многим. Я смотрю, чтобы все было в порядке. Если что-то сломано, я чиню. Ну вот, что я и говорил, то есть один туалете занимается обязательно чем-то, должна другой быть типа туалетная просто бумага. есть. Очень часто мне приходится готовить самому, потому что повар, который готовит индийские блюда, не знает, как приготовить американские. Класс. Гордона находится всего в 2 кварталах от этого кошмара. То есть руководства там по сути Диланы нет. Там есть с люди, этим которые просто убогим платят навесом. ни за что. И что это за ужасная вывеска, похожая на табло? И День по первый, поводу 12:34, качества, друзья, приезд это Гордона. максимальное Доброе утро. качество, которое я смог Здравствуйте. найти. Гордон Рамзи. Мартин, главный менеджер. Добро пожаловать в Дилан. Индийский ресторан Диланы. Индийский ресторан, да? В названии нет ничего индийского. Диланы. Когда я впервые увидел Гордона, я понял, что он будет нас запугивать. И я был прав.
Мохаммед Ислам, владелец. Мохаммед, как ты? Хорошо. Дженна. Дженна, Запугивать. приятно познакомиться. Пришел В разобраться. Гордоне определенно что-то есть. Не знаю, то ли мне его бояться, то ли расслабиться и соглашаться на все. Это Эндрю, управляющий менеджер. Главный менеджер, управляющий менеджер. Покажите самый худший стол. Давайте сядем за этот стол. Да? Салфетка. Ладно. Подложили салфетку, чтобы не Повсюду шатался мухи. стол. Капец. Мартин, Да. такое огромное меню. У вас есть 2 кухни, я правильно понимаю? 2 разных шеф-повара на одной кухне. Они работают отдельно друг от друга. На той Английская, маленькой итальянская, кухне? буффало. Да. Здесь нет только китайской. Сколько у вас обычно посетителей в это время? По правде говоря, сегодня много народу. У нас мало посетителей, видно, да, потому что что люди видят пустой успешное ресторан. заведение. Иногда бывает, что совсем никого нет. Из главного меню овощные закуски, ягненок с рисом и овощами и говядина. Из американского меню я попробую лосося. Спасибо. Пожалуйста. Боже, как я одинок. Сначала закуски. Капец, какой бардак Очень посетителей. интересно посмотреть на его реакцию. Уверен, ему понравится как еда, так и обслуживание. Все в порядке. А как на одной маленькой вот этой Жуткие кухне стены, скатерти, 2 напоминают шефа? больничное постельное белье. Неудивительно, что здесь никого нет. Да, что это за помещение такое со шторами вместо стен? То есть это у них такой Прежде чем декор? заказывать ланч, Гордон, наверное, посмотрел в кристальный шар, потому что он заказал то, чего у нас нет. Закажу У них еще нет то, чего у них стоп-листа. нет. Класс. Замороженная рыба для великого шефа. Отлично. 2 лепешки, обе овощные. Закуска. Обе овощные. Да. Господи Всевышний, сделай подача так, шикарная. чтобы я сегодня не отравился. С точки зрения внешнего вида не могу сказать, что это что-то потрясающее. Посмотрим, Ну да, что будет то есть- дальше. Бесформенная масса. Здесь мясо. Сказали овощные, это мясо. Вегетарианское блюдо. Здесь есть мясо, ягненок. Не удивлюсь, если он на нас в суд за это подаст. Я спрошу у шеф-повара. Ребята, вы меня подставили. Гордон заказал вегетарианскую закуску. Она должна была быть вегетарианской. Ну, Вегетарианской? Он нашел там мясо. они даже, Надо наверное, не постучать знают, по что дереву, самое худшее позади, так? Так, это говядина бхуна, Бухуна. ягненок с рисом и овощами. Ягненок с рисом и овощами. Пожалуйста. подача чистая, Спасибо, столовая. дорогая. А можно тебя попросить? Принеси мне чистую, пожалуйста, извини. Что за черт? Меня всегда смущает, когда блюда украшают розочками из помидоров. К тому же помидоры Ёма. испорченные. Ё-моё, гнилые помидоры. Черт, это же не говядина. Дорогая, по-твоему, это говядина? Она сухая. Похоже на свинину. Если это говядина, тогда я родился в Бангладеше. Как так можно готовить? То есть у вас есть по меню Он просит попробовать. мясо? Это свинина. Уверена, что это свинина. Говядина? Это ягненок. Свинина. Нет. Это был Они даже ягненок. сами не знают, что это. Значит, ягненок. Гордону не очень все это понравилось. Так же, как и посетителям. Что же будет дальше? Картошка отвратительная, Мартин. Полнейший Такое бардак. чувство, что она была приготовлена неделю назад. И замороженный лосось тоже. Эндрю, очень вкусно. Ты опять нас Они спас. взяли Один из самых старую лучших шеф-поваров печеную мира хочет картошку, что-нибудь поесть. ее просто Я подогрели должен был и рискнуть. выдали. Спасибо. Итак, это из американской кухни. Похоже на тряпку. Сгоревший лосось. Еще одна муха. Это нормально? Да, Кто это готовил? я. Ты же управляющий менеджер. Да, И шеф-повар? да. У вас нет шеф-повара, который может приготовить еду? Они не умеют готовить западную еду. Сделайте Зачем мне ее одолжение. вводить тогда? Просто съешьте это. Не очень бы хотелось. Все самое плохое, что могло случиться, случилось. Это катастрофа. О боже. Он просто сидит тупо и... Да. Очень приятно, Гордон. Скажи ему тактично, что его еда отвратительна. Безвкусно. Старомодно. Я попробовал, и мне не очень хорошо. Он хочет сказать, что, возможно, ягненок не очень свежий.
Вы накормили меня несвежим нормально. ягненком? Мне очень стыдно из-за этой ситуации. Капец. Вышло недоразумение, они перенервничали Ну, просто- и совершили ошибку. Просто, может быть, ягненок не был сильно свежий, поэтому, если вы не отравитесь, будет замечательно. Совершили ошибку? Возможно, у Гордона слишком высокие стандарты по сравнению со мной. Я и не думал, что все Это обычные нормы. То есть у тебя должно быть мясо свежее, у тебя должны быть все продукты свежие, у тебя должны быть правильные способы хранения его. Жесть. Далее в программе кошмары Гордона продолжаются. Это же яд. Он заглянет на кухню. День Так, первый, давай. 16:46. Подготовка к ужину. После своих разочарований Гордон пытается понять, как управляется ресторан. Нет, я бы не стал пить газированную воду. Есть вода из-под крана. Мы будем чинить этот стол? И не мини-майна Мэтс, поймаю менеджера за палец. Ты кто? Дежурный менеджер? Дежурный. Черт возьми. Еще один Когда менеджер. я приступил к работе, я очень нервничал. Но в то же время обрадовался, что мне представился шанс поработать с шефом Рамзи. Вот почему вы здесь. Думаешь, это весело? Легко? Здесь все не Зачем выглядят такое хамами. огромное количество Я не персонала, могу который уволить его, бесполезный? потому что он под защитой Мухаммеда. Итак, у нас есть дежурный менеджер, управляющий менеджер и главный менеджер. Нормально. Я отдыхал и думал о том, что нужно делать. Одна из официанток гладила меня по волосам. Как обычно. Звезда. Сколько менеджеров здесь должно быть? Здесь есть еще один менеджер, дежурный менеджер, помимо управляющего менеджера, которым командует главный менеджер. Черт, 3 менеджера и все отвратительные. Боже, о боже. Чтобы лучше понимать структуру управления, Гордон понаблюдает, как ресторан работает во время ужина. Добро пожаловать, рад вас видеть. Не, ну это не ресторан, Вы это все какая-то еще бодяга. изучаете меню? Мы не знаем, что мы хотим. Американскую кухню или индийскую? Попробуйте индийскую. Что выбрать? Из какого меню? Потому что американскую некому Гордону готовить. становится понятно, что много разных меню — это не очень хорошо. Понятное дело, Не что буду типа гадать, наварили возьму все, что лосося. можно было. А я, пожалуй, возьму ягненка. А я буду курицу. Итак, готовы? Ладно, Фарук. Они еще не начали готовить, и у них уже полностью столы засранные. Что там нашли? О, черт возьми. Черт, Что они делают? поднимите же это с пола и не кладите больше туда. Мадам! Охренеть. Эй, дежурный менеджер! Тут есть половой менеджер. Кто-нибудь! Мохаммед, можете объяснить Гомесу? Да. Тогда пора прекратить класть вещи на пол. Это не гигиенично. Не гигиенично и опасно. Это очень опасно. О, боже, боже. Там просто был Прошло 40 свежий минут. ягненок, Невероятно, но еды все еще нет. или баранина. На моем первом столе все еще нет первого блюда. Не понимаю, почему они готовят так долго. Основная причина — беспорядок на кухне. Это первый столик. Все готово уже, все готово. Нет, я подала им только салат. Кто здесь главный? Я их потороплю. Поторопишь? Да. Мохаммед, куда ты смотришь? Я пытаюсь помочь. У тебя 3 менеджера, 2 шефа, Полный 8 бардак, девочек полный. в зале, и никто ничего не делает. О боже. Класс. Посмотрите, там Детки, на остался пол всего вообще, один там заказ. полностью гостеемкости Один валяются лосось на полу. соберитесь. Когда из кухни стали доноситься крики, Мартин опять занят. Не посетителями. Он Ну, конечно. разговаривает по телефону. Бизнесмен. Боже. Это должно быть готово. Мартин плохой управляющий. Не, я представляю, что там сейчас будет, когда он будет это все разбирать. Здесь полный беспорядок. Нужен хороший руководитель. Что вы готовите сегодня? Ничего. Ничего, совсем? Позовите главного менеджера Мартина, пожалуйста. Мартин! Гордон Рамзи меня Он достал. занят, человек разговаривает. Итак, Мешает этот ему молодой общаться. человек стоит здесь и ничего не готовит. Так ты ведешь дела? Нет, я не так веду дела. Почему мне приходится тебе говорить, что он стоит здесь и играет с редисками?
Потому что ты очень С занят. редиской. Мне неприятно это говорить, но да, я был занят. Он вмешивается в мои отношения с официантками. Тебе это очень... То есть, ну, понятно. То есть он там строит себе шуры-муры свои, пофиг на заведение. Бабосик капает, остальное его не волнует. Нравится, девочки гладят тебя по... массажируют твое тело. Чёртово эго. Ты неудачник. Я не неудачник, я просто... Почему вы говорите, что я неудачник? Члены твоей команды стоят здесь, им платят, а они ничего не делают. Никогда не встречал такого бестолкового менеджера, как ты. Понятно. Если бы это были твои деньги, ты бы позволил стоять ему просто так и ничего не делать? Вот я о чем. Чем ты занимаешься? Ты сел Мохаммеду на шею и разоряешь беднягу. Да, именно. Ты используешь слабого, богатого человека. Он перешел на личности и сказал, что я использую Мохаммеда. Меня это задело. Какое право он имеет? Ты нифига не делаешь. Ты просто тупо проводишь время в заведении за бабки. И занят своим делом, а не тем, чтобы управлять рестораном, как они его называют. Говорить мне это. Он меня даже не Потому знает. что это очевидно. Сегодня у нас больше персонала, чем посетителей. И все равно вы не справляетесь. Главный менеджер. Главное. Что там происходит? Здесь худшее обслуживание из всех ресторанов, где я была. Прошло 1,5 часа, а готово всего несколько блюд. Кому это Сырое? понравится? Блюдо сырое. Спасибо Оно большое. полностью сырое. Я не хочу ужинать в ресторане, в котором летают мухи. Ужас. А те, кому не принесли еду, собираются уходить. Через пару минут пойдем. Серьезно, через пару минут мы уходим. Что я могу для вас сделать, чтобы вы хотели? Это вы мне скажите. Принести еды. Извините, я принесу вам счет и можете идти. Смешно. Так. День второй, 11:21. Осмотр кухни. День второй. Гордон уже разочаровался в еде и в ужасе от управления. Вот сейчас будет самое Пора интересное. приниматься за дело, за кухню. Мне даже смотреть на все это противно. Ну, хоть мухоловки есть. Когда это меняли в последний раз? Эту... Мухи выглядят свежее, чем ваши продукты. Не имея, откуда здесь мухи? Здесь их так много. Да? О, точно. Фу, блин, Что это что? Не знаю. Не знаешь. Плеть. Шеф. Заведение. У него спрашивают, что это на твоей кухне? И он говорит, я не знаю. Плесень. Котлеты в плесени. И это явно не на выброс. Это просто заготовка, которая лежит на камбузе, на кухне, в холодильнике. Жесть. Если честно, это самый худший гамбургер, который мне когда-либо приходилось видеть. Обал. О, боже. Ну вот это же что? чёртова картошка, которую я ел. Сделайте одолжение. Да. Съешьте это. С ума сойти, Слава богу, посмотрите я на этого не ел. Это не картошка. Зеленая курица. Что там происходит внизу? Охренеть. Чем здесь пахнет? Боже мой! Взгляните на это! Обалдеть. Посмотрите, это Взгляните. что? Тараканы! Черт побери! Жесть. Что это? Это для крыс или для мышей? Это ловушка для крыс. Итак, здесь водятся крысы. Не, ну это не удивительно. Крысы Какой везде есть. кухни. Нет, не везде, представьте себе. Это крысиные какашки. Вы Охренеть. только взгляните, они везде. Крысы. Я уверен, что с открытия этого заведения его не двигали, этот холодильник. Крысы. О боже. Тараканы. Там миллион Боже просто мой, смотри. тараканов. Один у меня в волосах. Охренеть, просто в коробках с едой тараканы. Тараканы. Они в коробках, смотри. Везде. Вы только посмотрите. Посмотрите сюда. О боже, они в холодильнике. Только не это. Нет, нет, боже, нет. Черт дери, взгляни. Боже. Фу. Нет, нет. Посмотри на Обалдеть. это.
О, Его боже. ни разу не мыли. Никогда. Как это может быть? Как туда поставили, уверен. Посмотри. Какой-то кошмар. Смотри, Действительно. Мохаммед. О, Это свежий уже не перчик. перец. Он стух. И меня беспокоят мухи в зале. Оставляйте, пригодится. Теперь понятно, откуда они там. Смотри. И Свежая это... зелень. Я... Вот это деньги все. Вот менеджерам платят деньги для того, чтобы хозяин, владелец не терял деньги в продуктах, во времени выдачи, чтобы гости были довольны, чтобы гости не уходили, чтобы был качественный сервис, качественное блюдо, быстрое обслуживание и так далее. Чтобы все было... Как они проходят проверки, вот мне интересно. Там же это все прям, ну, строго. Жесть. Я здесь ел. Мартин! Мы будем по вам Они скучать, вообще, наверное, не надеюсь, скоро проверяют увидимся. холодильник. Берегите себя пока. О, деловая Мне колбаса. срочно Ну-ну. нужен Мартин. Он главный менеджер, да? Тебя зовут прямо сейчас. Прямо сейчас? Да, зовут на кухню. Он же срочно. занят. Ты здесь главный. Ты отвечаешь за все это. Это салат, который я ел вчера на обед. Я открываю и бах, вылетают мухи. Джентльмены, хуже всего. Да. Мясо зеленое. Это Ему пофиг. несъедобно. Отвратительно. Он, мне кажется, даже вообще не Ты разбирается. в только этом. взгляни на цвет этой курицы. Здесь все испорчено. Сколько здесь это лежит? Сколько вы там Ответь, работаете? черт возьми! За это отвечает главный шеф-повар. Я разберусь с этим. Это может убить кого-нибудь. Я не перекладываю ответственность, но Я знаю, что мой главный менеджер знает, что происходит в моих холодильниках. Где ваши стандарты? наши стандарты... Посмотри на это. Знаете что? Да. Я здесь ел. Откуда это? Что это? Откуда это? Откуда? Что, помидоров плесени? А, ну Посмотрите. понятно. Он же стухший. Вы кому-нибудь уже подавали его, что ли? Как это может быть? Где он? Боже. Безобразие. Смотри, 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 смотри. Скажи ему на вашем Полностью языке, что он убьет безответственная кого-нибудь. Они реально, они Чтобы типа не кто-нибудь видят? Они же умер сами в том там едят ресторане. или нет? Сколько там столов? 3. Скажите этим людям, что это самый счастливый день в их жизни, ладно? Самое худшее — это знать, что им может стать плохо от того, что я им принесу. Вы не будете Конечно. никого обслуживать сегодня вечером в этом чертовом ресторане. Кто-то возражает? Нет, Нет. Хорошо. все плохо. Он очень-очень разозлился. Мы никогда ничего не будем готовить из этих продуктов. И Ну, то есть я к тому, что он типа раньше ресторан закрыл из-за этого бардака, но это просто как они вообще могли работать? Как на них жалобы мне не писали? наплевать на ваши отговорки. Идите и скажите им, что кухня закрыта. Вон отсюда. Скажите правду прямо сейчас. Гордон был в ярости. Не, ну я не думаю, что это постанова, потому что, ну, прям постановочный ресторан сделать с таким бардаком, когда все в плесени, грязное, и тараканы даже под резинками в холодильнике, это, конечно, капец. Он так разозлился. Я Конечно. никогда не видел ничего подобного. Серьезно? Зеленые бургеры к чертям. Надо было заходить на Жуткие кухню. огурцы к чертям. Стухшие помидоры в помойку. Здравствуйте. Мне очень жаль, но мы сегодня не работаем. Шеф Рамзи закрыл кухню. Мне стыдно в этом признаваться. Жаль, что Надо всё было так вышло. работать. У меня нет слов. Это кошмар. Я в шоке, честно. Нужно закрывать это место. Это хуже ночного кошмара. Ну, Действительных кухонь, которые Что же Гордону будет? приходилось видеть. О, боже. Ему пора приниматься за работу. Пойдемте.
полноценный клиник. Ghostbusters. Я хочу, чтобы эти ребята узнали, что значит чистота. Проблема, знаете, еще в чем? Что, вот, допустим, он это все сделает, а они-то не будут поддерживать ту же чистоту. То есть человеку в голову это не вбить, если он сам этого не понимает. Это же азы. Так, маленькие грязные черти, где вы? Давайте, давай. Итак, когда я говорю чисто, я имею в виду чисто, так? Ребята, начали. Эти ребята профессиональные уборщики. Отмойте кухню. Пусть они знают, как это должно быть на самом деле. Это были не просто уборщики, это были суперуборщики. Они были одеты как люди из «Звездных войн». А вы, ребята, помогаете им. Боже. Охренеть. Первый этап миссии половина Гордона — из этого всего отыскать надо и выбросить. уничтожить всю плесневелую, испорченную Посмотрите. и грязную еду. У нас много работы. Следующий То есть, насколько я понял, у них вот есть заготовки, они достают, допустим, там нарезанные овощи, просто то, что в плесени они откладывают, либо обрезают и используют, и ставят обратно. этап — основательная чистка. Очистить каждый сантиметр кухни. А теперь пришло время показать Мохаммеду и его менеджерам нью-йоркский ресторан Гордона. Лондон. Итак, я хочу вам кое-что показать. Разницу между днем и ночью. Вот это кухня. Посмотрите вокруг. Кухня Гордона великолепна. Неважно, какого размера ресторан. Что там, резиночки Вы чистые, можете удивительно, содержать его в правда? чистоте и в порядке. Открой дверцу холодильника, Мартин. Мы побывали в его ресторане и ушли с позором. 2 раза в день эти холодильники чистят. Это рай, а там ад. Не, ну по факту надо. День 3, 11:20. Урок готовки. Чтобы объединить местное сообщество индийцев и нью-йоркцев, Гордон решил сменить направленность на современную индийскую кухню. Он знает, что мы на Бродвее. Где мы? Нью-Джерси? Нет-нет. Нью-Джерси? Черт, он даже не знает, что мы в Нью-Йорке. Мы сейчас в Нью-Йорке. Так, Обалдеть. из этого лосося мы сделаем бульон с кокосом, помидорами и луком. Да. Секрет в этом цвете. Розоватый. Это хорошо. Немного карри, да? Да. А затем совсем немного посыпем сверху чатни. Замечательный свежий лосось с томатно-кокосовым бульоном и карри. Прикольно, прикольно. Он открыл мне глаза. Чистый, современный способ приготовления индийской еды. Это Очень так, хорошо, это посмотрите. unbelievable. О, Ёбаный, боже, посмотри. боже. Очень хорошо, хватит, ладно, отпусти меня. Хватит, он уже не может отпустить меня. Черт, отпусти ты меня! Теперь ты все понял? Отлично. Ну, он может меня отпустить или нет? Спасибо. Мне кажется, он даже День как 3, бы 13, и не 14. учился Гордон раньше приводит готовить, так, консультанта. типа Чтобы знал пару помочь блюд и привести в все. порядок меню, Гордон обратился за помощью к одному из самых лучших индийских шеф-поваров в Нью-Йорке, Викасу Кхана. Рад тебя видеть, приятель, как ты? Нужно, чтобы ты поработал с командой поваров и вернул это место к жизни. Ладно? Прекрасное расположение, мы в самом сердце Манхэттена, мы справимся. Я надеюсь. Потому что люди Далее там вы вообще не увидите, умеют команда стараться, дизайнеров даже Гордона не переделывает знают, что ресторан делать снаружи и изнутри. А, то есть там стены были, это просто они Наступил новый шторы день. повесили Дешевую электронную какие-то, вывеску убрали. наволочки на стены И у и все, ресторана типа появилось декор. новое название. Пурнима, что означает Пурнима. полнолуние. Идемте за мной. Вперед! Нас туда привели с завязанными глазами. Мы были ошарашены. Итак, на счет 3 снимите повязки с глаз. 1, 2, 3. Ну, так же Добро намного лучше. пожаловать. Ух ты! Ну вот это, ну что это такое? Великолепная работа, Как будто да? в палатке. Невероятно. Мохаммед, посмотри сюда. Все по-другому? Красиво, да? Очень красиво. Приятный, опрятный вид. Видно, что это делали профессионалы. Так, как Салфетку не надо. забыли достать с-под Ничего стола? себе, красота. Замечательно. Теперь я с радостью буду приходить на работу.
Ну, это кошмар, конечно. Это даже лучше, чем я могла себе представить. Новые Ну, потому стулья, что новые заведение не диваны, новые занимается, скатерти, чисто новые на пофиг картины. делают. Копляк. Выглядит богато. Он поднял этот ресторан от 0 до 100. А теперь Просто мы выйдем шторы на улицу снял. и посмотрим на него снаружи. Вау. Боже. Ничего Обалдеть. себе, какая красота. Ну да. Минимализм. Отойдите Классика. немного дальше. Все сочетается. Красивые цвета. Да. Освежили, ну да, Я какой-то не буду мрачный скучать по старой был. вывеске. Я рад, что ее больше нет. Сейчас ярко, красиво. Теперь это похоже на настоящий ресторан. Великолепная работа. Так. После основательной работы Викас готов представить новое меню, дизайн которого разрабатывался с Гордоном. В новом меню остались классические индийские блюда с современными нотками. Все готовится очень просто, с американским оттенком. Я и не знал, что Так. такая индийская еда существует. Это обычная карри. Переходим к следующему блюду. Это креветка катхай. После этой тройки мы займемся курицей по-индийски. Нам понадобится шафран, настоящий. Мистер Викас очень милый. Он гений. И рецепт У тебя же Гордона есть главный цветная менеджер. капуста с шафраном. В меню мы сделали акцент на свежести в еде, на Мы яркости сделали. вкусов и доступности. Это кто был? Старший менеджер или между менеджером? Кухня, меню, дизайн. Все Так. очень хорошо. Теперь пришло время вернуться к персоналу. Сегодня очень важный Уволить вечер. лишних Это менеджеров. место стало совсем другим. Вы должны все изменить. Чем вы будете сегодня заниматься, главный менеджер? Я буду стоять на входе, встречать, приветствовать. Можно тебя кое о чем попросить? Когда посетители садятся, не будь фальшивым, не подпрыгивай. Это им не очень нравится. Хорошо. Я наблюдал за тем, как ты себя ведешь, и это омерзительно. И убирай телефон на время работы. Ну, человек занят. Ну, что он, блин? Ну, конечно. Попробуешь вести себя как главный менеджер впервые за все время своей работы. Да? Я буду вести себя так, как обычно. Не будешь воспринимать этот новый удивительный ресторан как кафе или зону отдыха. Да, я вел себя неправильно, но это было до изменений. Будешь относиться к нему серьезно, как к бизнесу. Постарайся исправиться сегодня вечером, пожалуйста. Да. Посмотрим. Мартин не тянет на главного менеджера. Я не вижу в нем уверенности. Мартин, Зачем вы его это держите? Да? Просто вы его загрузили, и это плохо. Мне не нравится отсутствие уважения. Дело в нем, а не в тебе. Так что не лезь не в свое дело и не смей меня перебивать. Правильно. Извините, но я работаю здесь на законных основаниях. Так, приехали. Не нужно убеждать меня, какой ты хороший работник после всего, что я здесь видел. Понятно? Мартин, пожалуйста. Гордон хочет нам помочь. Удивительная работа. Конечно, я ждал этого всю неделю, и я очень рад, что все получилось. И теперь мы должны показать Гордону, что мы ему благодарны. Спасибо, Мохаммед. Спасибо за поддержку. Так что теперь мне хочется увидеть всех вас с хорошей стороны. Всех абсолютно. И если кто-то не согласен, ищите новую работу. Ну-ну. Настало утро, и Гордон составил план, как разрекламировать ресторан по Манхэттену. Пурнима парад. Смотрите. Прикольно. Чудесная идея. Мне нравится такая реклама. Идемте, заходите. Потрясающе. Девочки, музыка, идеи продвижения. Мне нравится это. Я люблю вас. Я так Ну рад да, видеть. Парное открытие. Все, погнали. Конечно, я понимаю. Для Мухаммеда сегодня представится золотая возможность. Но нужно, чтобы персонал был готов. Интересно, день. облажаются или Ваш нет? столик здесь, этот столик для вас. Понятное дело, что они Очень проработали приятно уже видеть все меню. ресторан полным. Кухня под строгим руководством Викаса. Он готов нести еду, а Гордон будет следить за работой главного менеджера Мартина. Закуски все их заказывают. Я не могу, Успех это Пурнимы цирк зависит какой-то. от слаженной работы команды. Это самое важное. Мартин, Да. дай мне телефон. Он включен? Выключен, выключен. Выключен. Хорошо. Да, сэр, вы готовы заказать? Я буду симосу, гребешки и куриное трио. Курица тикка.
Новый персонал Пурнимы. Новый декор, новое меню, современное, свежее. Удивительно. Все свежее, Видите? новое и замечательное. Ты же сам это сделал, Все нет? просто отлично. Но Конечно, черт нет. возьми, Мартин все еще здесь. он Великолепная, делает? приятная атмосфера. Приятное. Как вам овощное попури? Посетителям нравится новое меню. И кухня готова к первой волне заказов. Поехали. Мне нужна отбивная ягненка средней прожарки. С пылу с жару, пожалуйста. Возьмите это и это. Мы Молодцы. очаруем сегодня посетителей своими блюдами, да? Ну, учитывая только то, Хорошо, что очень вкусно. там шеф Цветная готовит. капуста великолепна. Новый Курица который. тоже была вкусной. Но заказы начинают Ничего, скапливаться. польются. Мартину не хватает опыта. Они хотят ягненка. Кто? Девушки. Ни номер персонал стола спит не стол. знает, ничего. Можете обслужить 2 задних стола? Обслужите, пожалуйста. Кто-нибудь может это взять? Мартин. На кухне начинается беспорядок, и все возвращается. Мартин, Хан, здесь еда ждет, а никто не шевелится. Она остывает, остывает и остывает. О, боже. Как это произошло? Еще рис, пожалуйста. Приведите ко мне Мартина, пожалуйста, и побыстрее. Ну, Мартин стоит нормально все у него. Дорогая, можешь убрать рис, пожалуйста? Мартин, вымети рис отсюда, чтобы по нему не ходили все. Да. Будь добр, займись чем-нибудь, чтобы больше не кормить крыс. Отлично. Наконец-то чем ты занялся. Да, Под пригодился. руководством шефа Рамзи Мартин умудрился создать проблему на кухне, и посетители не оставили это без внимания. Самым вкусным за весь ужин был хлеб. Он единственный был горячим. Невероятно. Блюдо холодное. Офигеть. Они забыли Ну про да. наш заказ. Удивительно. Еда Они даже ничего не не теплая. забирали. А Мартин Какой нормально с кошмар. меню стоял у входа. Красавчик. Мы только начали обслуживать первые столы, но уже паника. Посетители жалуются на холодную еду. Спасибо, что есть алкоголь. Этот персонал не привык к работе, особенно к такой. 4 риса с лимоном. Холодная. Холодная, потому что она стоит тут, черт побери. Возьмите это, пожалуйста. Работайте. Я никогда не обслуживала так много посетителей. Кто управляет персоналом, Мартин? Да? Ну, у Мартина все Кто-то четко. заказал это за 33-м. Я не хочу никого ругать, но я не понимаю этих людей. Шевелитесь. Круглый большой поднос. Куда ты идешь? Какой стол? Бакас. Бакас. Викас. Не думаю, что Мартин понимает, что должен делать главный менеджер. Он просто есть. Чтобы больше ни одного телефонного звонка. Отправляйся к столу. Почему рис остыл? Почему его сразу не подали? Он чуть не обжегся. Обжегся? Посетители жалуются, что еда холодная. Посетителям должны приносить горячую еду. Думаю, Гордон пытается меня разозлить, взбесить. Ты ничего не Но я делаешь. не буду на это реагировать. О, черт возьми. Насколько я понял, он не отдал горячий рис, потому что чуть не обжегся. И что, он подождал, пока он остынет, чтобы и вынести его можно было? Гордону надоела некомпетентность Мартина, и он нашел решение этой проблемы. Давай по-честному. Ты можешь управлять этим заведением? Да? Тогда не стой тут. Ладно? Да, я справлюсь. Я очень постараюсь убедить шефа Рамзи, что могу управлять Дежурный этим менеджер. рестораном. Это готово? Все готово? Минутку. Я только что сделал это. Нет, я сама. Все хорошо, расслабься. Когда Хан взялся за дело, посетители наконец получили свою еду. Отлично. Спасибо. Вылей воду, возьми поднос, отнеси еду гостям. За 44-м столом пора сеять чек. Это даже не знает, что делать надо. Отлично. Молодец. Стоит, втыкает Очень Мартин. вкусно. Ты должна это попробовать. Слабое звено. Потрясающе. Тем более за такие деньги. С Ханом, Зали и Викасом на кухне в ресторане все стало спокойнее. Хорошо, Рамзи типа Это был направил хороший заведение, опыт для они меня и должны моей типа команды. следовать этим правилам. Потому что Очень они хорошо. могут засрать 1, 2, дальше, 3. все будет как и было. Сегодня я заработала больше $100. Я так счастлива. Обязательно приходите к нам еще. Да, так бывает, когда работают.
Они делают не пойми что люди потом не возвращаются. Открытие Пурнимы не было гладким, но все прошло на высшем уровне. Мохаммед, Ну, можно тебя на в пару итоге? слов? Однако Гордон знает, что его работа еще не закончена. Это место может быть очень успешным, удачное местоположение. Это новое начало. Точно, Это возрождение. конечно. В совершенном мире я бы пожертвовал одним менеджером и нанял Викаса. Тебе не нужны лишние люди. Один из 3 менеджеров должен уйти. Мартин, А 100%. теперь только между нами. Мартину удается манипулировать тобой, но он бесполезен. Он очень плохо работает. А ты Услышав, послушай, как Стив. Гордон Рамзи говорит все это Мохаммеду, я расстроился и разозлился. Я кипел от раздражения. О. Мохаммед, да, я никогда не использовал тебя, я тебя уважал, я горжусь тем, что мы сделали, я никогда тебя не обманывал. Что тут происходит? Вы просите его уволить меня? Подойди-ка сюда. Ваших советов достаточно. С меня хватит. Вы меня оскорбляли, обвиняли меня. Ты подслушивал? Мартин, Подожди, позволь ему продолжить. Продолжай, выскажись впервые за все это время. вы обвинили меня в том, что я манипулирую этим человеком. Почему ты все это говоришь? Потому что я зол, понятно? Вы хотите увидеть энтузиазм? Я дам вам страсть. Я уважаю этого человека, а у Пошел вас хватило нахер. наглости обвинять меня в том, что я беру его деньги. Сел ему на шею? Да. И сел ему Так на и шею. есть. Так вы и сказали, это отвратительно. Так и Вы есть. не имеете права, вы этого не знаете. А как насчет «я ни в чем не виноват»? Что? Ничего? Ты вел дела. Да. Ты управлял рестораном, вел дела. Да. Ты всех подвел. Да, я всех подвел. У тебя ничего не вышло. Но так было не всегда. Ты позволил ресторану пойти ко всем чертям. Все вышло из-под контроля, и я попросил вас о помощи. Я счастлив. Я не виноват. Мохаммед, я не виноват. Я больше не намерен этого терпеть. Это не Меня я, не в чем это не винить. я. Послушайте, это был мой последний вечер. Ты сказал, что это был твой последний вечер. Да. Я в замешательстве. Это мой последний вечер. Сегодня мой последний вечер. Хорошо, пожалуй, скажи это владельцу, а не мне. Это мой последний вечер. Я ухожу. Молодец. Тупо, чтобы его не уволили, уволился сам. Молодец. Когда Мартин ушел, я расстроился. Не думал, что все зайдет так далеко. В чем расстраиваться? Я думаю, Бесполезное что звено. Гордон Рамзи... Ты ему в чертов тупую придурок. платишь деньги ни Я за что. очень зол и расстроен, поэтому я ухожу. Давай, до свидания. Благодаря успешной работе и смене менеджмента, Пурниму ждет светлое будущее. Индийская еда и атмосфера Пурнимы вызовут еще много разговоров в Нью-Йорке. Популярность Да. ресторана растет. Я бы сказала, что ваша курица лучше любой другой курицы в Англии. Все, видите, ошибка Что в скажешь, Мартине. Ванди? Все было очень вкусно. Прибыль ресторана растет, так же, как и чаевые. Спасибо. Спасибо большое. А шеф-повар Викас принял предложение Мохаммеда и стал действующим консультантом. А, ну так. Я обязательно Шикарно. сделаю все, что в моих силах. Большое спасибо. Я ценю это. Ну, Спасибо. консультантом, то есть как бы бренд-шефом, который будет Давайте вести по-честному. дальше Все шеф, просто который будет замечательно, да? в этом Да. заведении Да. работать. Отличная того, еда, который остался. отличный декор, много разговоров, счастливые Да. посетители. И это правда. Спасибо. Хорошая работа. Молодцы. Мне очень нравится, как Гордон изменил это место. Он дал нашему ресторану новую жизнь. Мы все вас благодарим. Большое вам спасибо. Послушайте, теперь у вас есть все. Действуйте. У вас теперь много работы. Гордон сделал с рестораном то, о чем мы и мечтать не могли. Кхан? Это был удивительный опыт. Я уверен, что у нас все получится, и ресторан будет успешным. Мартин не вернется, надеюсь? Ладно, хорошо. Поднимемся. Уберите этого телепузика. Уберите его, отлично. Приятно вас видеть, господа. Да. В следующий раз я приду к вам поесть, а не работать. Добро пожаловать. Я еще раз хочу поблагодарить шефа Рамзи за то, что он помог нам стать успешными. Какие перемены? Все. Вот такой вот выпуск, друзья, получился. Надеюсь, вам понравилось. Пишите обязательно в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть в следующей серии «Кошмаров на кухне», либо обзор, например, на Джейми Оливера, либо на обзор на и реакцию на адскую кухню,
И вы писали про шефа Ивлева. Если интересно, напишите, посмотрим на его шоу, на его рецепты. Всем огромное спасибо за просмотр. С вас лайки, подписка, мнения в комментариях, новые мысли, на ваши идеи. И до встречи в новом ролике.